Друзья, всем привет! Всем Приветствуем вас привет! на нашем канале «Мы в Испании». Мы, как обычно, в Испании. И сегодня такой очень интересный ролик. Как раз тема такая навеяла одного подписчика, который нам рассказал про недвижимость, которую нужно покупать в Испании, инвестировать и зарабатывать в Испании. Мы сейчас этот миф немножко развеем и поделимся своими мыслями, своими такими Размышлениями из наверно, опыта, да? да. И вот расскажем, как мы считаем. Ну давай, А, давай, поделимся. Сейчас активно обсуждали в Испании, что отменяются золотые визы. Вот сегодня я прочитала, что 19 декабря как раз-таки, там была заковыка такая в Сенате, и что вроде бы как снова пересмотрели все, по-моему, Конгресс, да, если я ничего не путаю, все-таки этот закон проходит, и все-таки золотые визы в Испании за недвижимость отменяют, инвестиции в экономику пока оставляют, вот насколько я поняла, да, а за недвижимость отменяют. Да, вот в связи с этим я и хочу сказать, что привлекательность этого момента, она, наверное, падает здесь, в Испании. Но при этом я уже говорила, и мы часто это говорим, и просто знакомым, друзьям, которые спрашивают, и здесь уже ролик записывали, что при этом есть уникальная возможность в Арабских Эмиратах, вот в Дубае в частности, там покупка недвижимости пока еще не отменяет получение ВНЖ, то есть резиденцию там можно купить квартиру и получить резиденцию, то есть там от какой-то суммы, да, можно от какой-то суммы там на 2 года, да, какие-то такие особенности, тонкости я не буду сейчас рассказывать. Вот, в связи с этим могу сказать, что вот такой момент привлекательности именно недвижимости, когда нам говорят, что вложитесь сюда побольше, то мы рассматриваем для себя несколько минусов или особенностей здесь, в Испании, и сравниваем все время с Арабскими Эмиратами, потому что история наших знакомств с недвижимостью в Дубае у нас уже несколько лет. Уже десятков скоро. Да, уже второй десяток даже, уже несколько десятков, да? Да, друзья, мы этот ролик записываем, чтобы поделиться своей информацией. Может быть, вы для себя тоже найдете какую-то полезную информацию. Но сподвигло, еще раз повторюсь, что вот наш знакомый, приобретают здесь уже не первое жилье, сдают, занимаются арендой. Прохладно. Ага, декабрь месяц. Вот. И мы просто поделились, говорим, зачем яйца класть в одну тарелку? У тебя уже есть несколько здесь квартир, ты зарабатываешь здесь, платишь налоги, получил лицензию. Он пожаловался, что есть проблемы, что он приобрел недвижимость, если я правильно понял, да? То есть недвижимость для сдачи в аренду. Краткосрочную аренду. Да, и получилось, что сейчас лицензия не переходит. То есть он приобрел недвижимость, и лицензию ему нужно сейчас заново получать. А там есть проблемы с жильцами, которые проводят собрания против именно краткосрочной аренды. Можно я поясню? То есть Да. Раньше, кто не знает, раньше было как нам объяснили, продавалась иногда квартира с туристической лицензией, и это риэлторы говорили как большую плюшку, что вот вы можете купить эту квартиру как инвестиционную и сдавать сразу. И эта лицензия была на 10 лет. Вот. Теперь ее сократили до 5 лет, насколько я поняла, и она не переходит к новому владельцу. То есть новый владелец должен заново ее оформлять. А оформляется он в течение года. То есть очень долго. Это время, деньги, хлопоты. То есть год вы теряете, вы не сдаете в аренду. Неизвестно, ничего. оформят или нет. Плюс это может все меняться, потому что собрание жильцов на уровне коммунидада, да, ТСЖ, да, по нашему пониманию, они могут просто проголосовать и принять такое решение, что давайте мы не будем сдавать нашей урбанизации квартиры, допустим, в краткосрочную аренду, только долгосрок будет. То есть люди на год и больше будут заселяться, потому что это шум, гам, тарарам, я уже это рассказывала. Это без лицензий многие сдают. Сейчас, кстати говоря, еще активно проверка лицензий, потому что лицензии туристические нужно было всегда получать. Меня неправильно поняли в одном из моих роликов, мне поправляли, что это не новость. Да, конечно, это не новость. Туристические лицензии нужно было получать уже несколько лет. Но в этом году стали активно проверять наличие таких лицензий и сказали, что очень большие штрафы. Вот я знаю, что город Тревих недалеко, там 80 тысяч, по-моему, да, штраф за отсутствие лицензии. То есть если вы сдаете, но без лицензии, вы сдаете нелегально, вы в теневую работаете, и поэтому это облагается штрафом. Вот, и все это создает некие минусы здесь, сложности какие-то. И поэтому мы для себя, например, рассматривали и рассматриваем Дубай, Арабские Эмираты. История у нас такая, что мы уже знаем, как покупать недвижимость в Арабских Эмиратах. Мы это уже много лет назад проходили, и у нас там есть инвестиционная недвижимость. Поэтому я могу сказать, что да, там не надо получать лицензию, да, там не надо платить налог.
с дохода. Вот мы когда первый раз приобретали там недвижимость, нам рассказывали, что здесь очень все растет, великий рост, там, вы там буквально там за 3-5 лет окупите свою недвижимость. Но по факту я вам расскажу, не знаю, кто вам что будет говорить, но по факту получается 10-12 лет у вас недвижимость окупится, если вы ее будете сдавать в долгосрок, вот как делали мы. Приобретение достаточно простое. Вот в данный момент мы недавно совсем летали, как раз тоже с целью выяснения вопросов приобретения недвижимости. И могу сказать, что в Дубае из всех налогов, которые при приобретении нужно заплатить, это только 4% от стоимости. Это в Дубае? В Дубае, да. В других Эмиратах Там, в Аджмане, например, 2%. 2%. В Испании, например, 10%. Да. Да, новое жилье. И часто возникает вопрос, а какое обслуживание, какие налоги? Ну, вот обслуживание, maintenance, так называемый, он сопоставим абсолютно с Испанией, даже я бы сказал не намного, но ниже, чем в Испании. То есть в Испании обслуживание квартиры, дома обходится намного выше. И... Особенность здесь именно водоснабжение, да, коммуникации. То есть льете вы воду или нет, включаете вы электроэнергию, используете или нет, вы здесь платите. В Арабских Эмиратах же вы, если уезжаете из своей квартиры, вы отключаете все это, да, во-первых, подаете в определенную, определенно есть там процедуру, как все это дело прекратить, и никакие платежи вам, естественно, не приходят. Никакого за подключение, тоже ничего такого. И самое важное, что когда вы сдаете свою недвижимость на длительный срок, то ваш квартиросъемщик, он переоформляет на себя полностью договора на свет, на воду, на канализацию, на все коммунальные услуги. И у вас остается только содержание, там, платеж ТСЖ. И получается, что все неоплаты и все, если там на ожог и уехал, такого не получится, потому что электроэнергию оплачивает тот, с кем заключен договор. Но это не будете вы. И вернемся к окупаемости, которая 10-12 лет при активной сдаче. И помимо этого недвижимость растет в цене, то есть то, что покупается на фундаменте, дома строятся очень быстро. Когда мы покупали, у нас дом строился, по-моему, года 3, да? То есть сейчас значительно сроки сократились, все-таки развивается процесс. Тогда был кризис. А сейчас... 2008 года был кризис. Такие огромные комплексы, они за 2 года поднимаются, причем это не только дом, это домовая территория, фонтаны, прогулочные какие-то там. Можно загуглить, например, Дубай-Марина, да. Посмотрите, вот такого типа, сейчас у них с торговыми центрами, ресторанами, водоемом, в Дубай-Марина там яхты даже можно загонять свои. А еще больная тема для Испании – это окупасы. Да, все уже наслышались, но сейчас какие-то законы, вот сейчас тоже вроде как какие-то изменения, но тем не менее, знаете, что привлекательно в Арабских Эмиратах? Это мы прочувствовали, когда сами стали, значит, получать доход с аренды много лет назад из той квартиры из Арабских Эмиратов. Было очень интересно, наша управляющая, которая управляла всем этим процессом, она говорит, что здесь нет такого, что заселились и не платят, здесь жилец, он, значит, подписывается договор, естественно, там оговаривается сумма, и он оплачивает как бы чеками, да, в банк. То есть у нас было 4-6 чеков вперед. Эти чеки кладутся в банк, и их можно получить как бы деньги на свой счет только тогда, когда вот конкретный период проживания его настает, тогда вот, то есть мы защищены от того, что он нам не оплатит, мы знаем, что у нас договор там заключен на год, и на год он, в общем, обеспечил это дело. И он также защищен. То есть там мы больше уверены, то есть мы там совсем уверены в том, что не будет такого, что человек заселится и не будет оплачивать что-то, потому что он оформляет на себя свет и воду, не будет платить нам за наши арендные платежи, потому что этим занимается уже банк. Банк взял с него чеки. Вот. И вот таким образом там вариант с окупасами, он просто невозможен физически. То есть там они вот продумали эту систему. Я не знаю, почему ее нельзя продумать в Испании подобным образом. На самом деле все просто, да. Ведь Арабские Эмираты тоже, наверное, не сами придумали это, а взяли просто из какой-то страны какую-то, да, вот такую систему. Но это очень просто, но не знаю, почему здесь это вот, к сожалению, не работает такая система. Это очень удобно. Вот еще это один плюс. То есть мы уже проговорили, что это, значит, налоговые разные, да, там привлекательные, что тут там нет. Кто-то сейчас задаст вопрос, а зачем вы нам рассказываете? Мы живем в Испании, вы снимаете ролик про Испанию, зачем вы нам рассказываете про Арабские Эмираты? Сейчас очень много вопросов возникает у людей, что какие-то трудности с банком, какие-то трудности с легализацией в кавычках средств, то есть вы не можете перевести куда, свои... во-первых, про
проинвестировать, да? Да, то есть вы не можете перевести какие-то свои средства в Испанию, тут много вопросов. То есть, когда вы легально приобрели недвижимость в Арабских Эмиратах, во-первых, вы открываете счет, вы можете, как Татьяна уже сказала, получить резиденцию на 2 года свыше, по-моему, 200 тысяч Ну да, там, долларов. по-моему, 250 тысяч. И все средства, которые вы переводите из Арабских Эмиратов в испанский банк, они не являются какой-то там сложностью. То есть вы только прикладываете перевод договора. Мы даже не перекладывали перевод, потому что у нас договор был на английском языке. Банк принимает на английском языке. То есть проблем с переводами вообще нет. То есть Ну, мы просто в этом ролике хотели вам рассказать о недвижимости в Испании и в Арабских Эмиратах, сравнить немножко. Ну, кто-то скажет, геополитика разная. Ну, сейчас, вы знаете, везде такая сомнительная геополитическая ситуация, что, в принципе, когда хочешь куда-то проинвестировать свои средства, 10 раз подумаешь, но всегда выбираешь, стоит ли сюда. Вот наш знакомый много лет назад, Александр Елизаров, риэлтор из Санкт-Петербурга, он говорил, что, ребята, побережье вот, Средиземного моря Испании, да, оно не является инвестиционным. абсолютно. То есть ваш срок окупаемости там за 10 лет и выше. Скорее всего, в районе Мадрида, может быть, на окраине Мадрида 5 квартир, да, то есть вилла вот тут на побережье, это не инвестиции, это проживание только, говорит, для себя, домики, апартаменты. Потому что вы будете долго возвращать эти средства, и не факт, что у вас будет прирост капитала. Потому что некоторые квартиры, мы знаем, все-таки падают в цене, некоторые растут, то есть это все индивидуально. Вот он говорил, что это не инвестиции, но вот арабская недвижимость, ну, дубайская недвижимость, да, на мой взгляд, это инвестиции, потому что все-таки там есть прирост капитала у нас, там более надежная аренда, там мы защищены и меньше, как бы, то есть, ну, вот, в плане налогов легче это бремя. Простое приобретение. И там все-таки Удаленно дается еще и можно, да. резиденция. То есть теперь вот есть какие-то плюсы по сравнению с испанской недвижимостью. Здесь хорошо жить, вложить для себя, жить, хороший климат, еда, вода. Но даже местные говорят, что ну да, вот что-то с законодательством в плане недвижимости у них все вот так-то медленно, какие-то изменения. Ну а мы уже как бы просто вам рассказываем. Конечно, мы никого не уговариваем, отговариваем, но у нас там есть инвестиционный как бы брокер по недвижимости. Мы с ней работаем много лет, и она нам помогала покупать нашу недвижимость еще много лет назад. Также у нас там есть компания, это риэлторы, они даже, по-моему, строят что-то и продают новую, лакшери недвижимость, и, ну, то есть совершенно разную. И в аренду сдают, управляют, по-моему, всем этим. То есть мы тоже с ними очень хорошо общаемся. И в этот приезд мы со всеми встречались, и они нам показывали много интересных объектов. Вот один из них, кстати, Дубай-Марина, я уже говорила, ну, там практически, по-моему, все отстроено, но производит впечатление. В любом случае, мы вот поделились своим мнением, и я в любом случае хочу вам сказать, что всегда нужно диверсифицировать, не класть все яйца в одну корзинку, ну или кому как удобно говорить. И всегда приятно иметь ну, возможность банковские счета в разных странах, чтобы не было такого, там, заблокировали, отменили, запретили пользоваться вашими деньгами, но это бред, конечно, полнейший. И еще один самый важный вопрос, что Арабские Эмираты, я повторюсь, может быть, принимает криптовалюту. То есть вы можете за криптовалюту купить себе недвижимость. Процесс очень простой, вы можете все это сделать дистанционно. Арабские Эмираты одна из первых стран, которые ввели блокчейн, идентификацию. Если вы хоть раз прилетели в последнее время, последние 2 года в Арабские Эмираты, если вы сосканировали свое лицо в аэропорту со своим паспортом, то вы можете удаленно, не приезжая в Арабские Эмираты, приобрести квартиру с помощью специального приложения, в котором уже вы есть, вы в блокчейне уже, и вам не нужен никакой нотариус для подписания договора. Только это приложение, риэлтор и объект, и ваши средства. Ну что, дорогие друзья, если вам это интересно, и у вас будут вот вопросы и желание рассматривать такие варианты с арабской недвижимостью, с дубайской, пишите нам на marrevel@aol.com, мы поделимся координатами нашего риэлтора. Ну, на этом все. Да, Всем удачи, всем добра. добра, хорошего настроения. Адьос, амигос. Чао-чао. Пока-пока. Чао.